Здорово, ребят. Мы продолжаем проходить сегодня Dark Souls 3. Дошел я на прошлом стриме до Фриды. Это у нас, получается, первый босс в DLC. Ну, немножко я тут сейчас перед стримом побегал, посмотрел ее атаки. Ну, такое себе. Сдается мне, я тоже с ней надолго присел. Она довольно-таки волшебная. Первая фаза, если особо вопросов не возникает, то со второй довольно-таки много чего непонятно. Там какой-то хаос вообще начинается, просто батя ее казаном долбит просто по полу. Все горит с одной стороны и все во льду с другой. Короче, мало чего понятно. Будем траить, я не знаю. Короче, что, я тут одел доспехи Дариана. Или Дориана, что-то в этом роде. Меч тьмы, ну и щит Хавал. В принципе, и так-то и вроде как и все. Никаких особых изменений-то нет. Но, в принципе, что, с первой фазой просто главное бить ее не больше 2 ударов. Ну, допустим. Вот она постоянно рвет дистанцию. Раз, два. Ну, можно третий. Все, отходим от нее подальше. Стаминку пополнить. Если она исчезает в инвиз, то приземляется в противоположной стороне. Так, я не успел, пожадничал, потому что ударов. Я до нее не дотянусь. Надо хилиться. А вот от этого удара редко получается уйти, но мне сейчас повезло. Так, если она... Вот здесь она загремела. Ну опять я пожадничал. Стараюсь больше ей налупить. Надо не больше 2 ударов. Это прям правило. Падла, ты дашь отхилиться там или нет? Все равно третий я лечу прям ей надавать. Ну, где-то здесь, по-моему, должна быть. Ну ладно, раз я ее не заметил, еще вот такая фишка помогает. Просто бежать вперед. Чаще всего она не догоняет тебя. Ну, если догнала, тебе труба, полздоровья примерно. У тебя даже побольше улетит. Любит она в инвиз уходить. Ну вот опять. Я ее вижу. Бля, ну, я ее как цель не успел отметить. Это тоже штука опасная. А, у меня 1 хп. Сколько я ударов нашмалял. Противоположную. Вот тут. Все, первая фаза есть. А вот со второй что-то беда. Так, ну давай, как правило, у нас Фрида пускает по земле вот эти вот хреновины свои. А батя лупит казаном. Раз, два, три. Все, не жадничай. Надо валить от него. Короче, не больше 3 ударов. И быстренько оттуда дергать. Давай, раз, два, три. Все. И текать. Вот таким образом я примерно половину сношу, а потом какой-то трешак начинается. Главное, чтобы эти... Они вдвоем рядом с друг другом не стояли. Иначе какой-то геморрой начинается. Раз, два, три. Все. Я Фриду не вижу. Ага. Все, ништяк.
вот во время этой атаки, блин, она его хилит еще. Сучка. О, надо убегать. Вообще ничего не понятно. Так, ну давай. Раз, два, три, 4 даже. Ну и все. Больше мне ничего сделать не дадут. А Фриду можно вообще внимание типа не обращать. Главное, нас интересует мужик. Вот тебе и не обращать внимания. Все, я ухожу. Не совсем понятно, что происходит, опять же. И вот они куда опаснее, когда они толпой стоят вдвоем. Рядом друг с другом. Тебе и мужика не побить. Тебе еще Фрида может напинать. Все, пикаем. Ай-яй-яй, я не знаю. Я походу сейчас на обморожение попал. Я запутался мне в них. Ну, в принципе, есть все шансы закрыть 2 фазы. О, не-не-не. Блять. Ну я из огня не заметил, как она меня атакует. Ну, в принципе, у меня что тут? 2 эстаса оставалось. Я бы точно не закрыл бы 3-ю фазу с 2 фляжками. Надо тратить вообще по минимуму. В принципе, если много не тратить эстаса на 1-й фазе, то логично предположить то, что на 2-й у тебя побольше будет возможность. Главное не торопиться. Блин, вот тут нахрена я делаю 3-й удар? Все, не больше 2. Ладно, я пока поберегу эстас. Чё ты не исчезла-то? Это странно. Она как-то исчезла, потом передумала, а потом обратно исчезла. Естественно, такая херня будет не в мою пользу. Блядь, прям через щит пробила. Она, когда тебя в щит лупит, она все равно тебя по чуть-чуть не сносит. Ну, в принципе, вот целые полоски, если, короче, не жадничать, целые полоски
УП тебе хватит просто полностью, чтобы всю фазу закрыть. Она там сносит вообще ерунду какую-то. Ну, этому таймингу надо учиться. А во второй фазе надо просто контролить их как следует. Чтобы они всегда у тебя прям вдвоем были под присмотром. И лишний раз к ним не подходить лучше. А третья фаза, ну, насколько я заметил по видосам, она мало чем отличается от первой. Добавляется только несколько ударов. Как она сейчас похерачила-то? Вот она тут должна, по идее. Но я ее не вижу. Не успел. Иногда получается оттуда, ну, вот с этого удара уйти. Когда вис она сваливает. Но иногда что-то вообще никак. Причем поворачиваешься в то место, поворачиваешься, где она должна оказаться, и что-то как-то вообще. Ее там нет. Иногда она прямо очевидно падает, и ты ее хорошо видишь. Но иногда что-то ни хрена вообще. Не знаю, может быть дело в дистанции. Угу, отлично. Прям на самую лютую подачу нарвался в самом начале. Че она дергается? Когда она так замахивается, она может вот 2 удара, блядь, сделать. Ну, как правило, они заканчиваются одним и тем же. Так она и портуется. Взяла чем-то, я пнул вообще. Противоположную сторону, да. На данный момент я с ней уже сижу третий час. Не считая то, что я там на прошлом стриме ее дважды попробовал побить. Бэкстеп. Вот вроде как вторая фаза хорошо на бэкстепы ловится. Ну как хорошо? Конечно, с должным уровнем скилла, которого у меня нет. Вот, я и не дотянулся. Все, не больше 2, твою мать. Начал от нее сваливать спиной. И 1 удар остался. Хотя бы я ее заметил. Так, ну давай. Я не успел удрать. Потому что сделал 4-й удар. Ну вот и все. Я сделал 4-й удар и оказался под взрывом ледяного этой херни этой. А потом он меня этим казаном давил. Так и живем.
Все равно хреновенький был забег, слишком много эстуса потратил на первый фазе. Надо первую фазу закрывать 1-2 фляжки, чтобы не больше. Да, в принципе, так со всеми боссами желательно. У меня просто на третью фазу ничего не останется. А я ее даже не видел. Ну, только на видос. Сучка пробивает. Пробивает. Да, ну херня какая-то. Шуцая, падла. Давай попробуем мы ее на дистанции держать. Что делать будем? Угу. Ну этот хреновенький удар, кстати. Она использует дальние атаки. И портуется. Ну, не знаю. Держать ее на дистанции такое себе. Вот она чем занимается. Она начинает по площади лупить с расстояния. А когда близко к ней... Нет, подожди. У нее удар заряжен. Когда ты близко к ней, блядь, находишься, она тебя такими ударами лупит и все. А, блядь, пизда. Ладно. Что-то даже уже и первая фаза такое себе. Тяжеловато идет. Пробовал еще лупить ее топором драконоборца, как бы. Он дамаг хороший наносит, но самах долгий. Можно получить. Вот третий удар опять прошел. И она мне треснула. Раз, два, и у нее на третий замах у нее окно хорошее. Забэкстебилась даже. Надо. 3 подачи. Успел лбануть. Камера, куда камера полетела вообще?
Да, порой камера просто делает удивительные вещи. Блять, а. Ну, были посылки. Что-то беда какая-то, что не босс, то какая-то жесть просто. Я на них начинаю сидеть просто по несколько часов, а результатов никаких вообще. Ну вот тут она где-то должна быть. Хер, нет ее. Не успел. Если бы не щит, тогда у тебя очень сильный такой дамаг проходит в этот момент. Когда она на площадь тебя лупит. Прям может запросто полздоровья снять. Вот, я сейчас щит вообще не поднимал. И чуть не отъехал. Вот тут она где-то должна. Либо тут, подожди. Иногда вообще не врубается, с какой стороны она должна быть. Повезло, свалил. Право, значит противоположное. Портуется, прыгает, скачет вокруг тебя. Делает просто практически все что угодно. Золотая быстро, тогда, сучка. 11 фляг. Ну, допустим. Не знаю, сколько раз я ему треснул. Атаки Фриды, в принципе, несложно уйти, а вот иногда, блин, просто какой-то замес начинает. Куда ты? Куда, блин?
нарвался на обморожение. Блять, че это падла догоняет? Евгений Торец. Привет. На месте Юго Вниз возникает облачко тумана, и если оно направлено вверх, то она строго сзади. Разворот на 180 градусов и бегом к ней она далеко. Все, пробегу 3 шага и бросаю вверх. Так, подожди, я еще раз перечитаю, что написал. В принципе, а что мешает рисковать, как бы, делать просто по 2 удара, да, я буду ее, блин, дольше ковырять, но... Ёб твою мать. Папаша, блядь. Главное их всегда из виду не терять вообще. А ёпан, ты урод. Бежишь от одного, чтобы налететь на второго. Все, просал я эту атаку. Ничего не вижу. Все, валим, 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 валим. Я особо не рассчитываю прямо сейчас пройти еще одну фазу, но в принципе есть все предпосылки закрыть первую, вторую. Небольшой, так сказать, шанс. Как я на пиздюля-то налетел хорошенько. Блять, ну да. На месте ее ухода в инвиз возникает облачко тумана. Если направлена наверх, то она строго сзади тебя. Это я знаю. Если влево, то она должна быть в противоположной стороне и так далее. Это я знаю. Но иногда... иногда она почему-то там, где должна появиться, она не появляется. Ее просто нету. Хуй знает, как это работает. Сейчас, если будет такая херня, я тебе покажу. Кстати, причем мне почему-то удобнее держать ее на близкой дистанции. Потому что я успеваю вот так вот сделать. Блять. Ну, естественно, как же без пиздюлей-то? Вот, она должна появиться вот тут. В противоположной стороне, но ее нет. Я, блядь, понятия не имею, где она. Но иногда я успеваю свалить от нее. Это чудо. Противоположная сторона. Вот. Иногда ее хорошо можно заметить. А иногда прям пизда. Ее не видно.
Нацу. Чтобы она появилась сзади, надо подойти к ней, а не стоять. Тогда ты ее Евгений можешь Корецкий, увидеть. ты не дождался появления облачка и отвернул камеру. Вот здесь она должна быть сейчас в этот момент. Она появляется, как только ты находишься близко к ней. Блять, она меня бать привела. Евгений Корецкий. Без облачка непонятно, куда она прыгнула. Вот. Она где-то здесь должна быть. Но ее почему-то нет. И здесь ее нет. Где это падла, я не знаю. Почему она иногда появляется, иногда нет. О, все на трой хуёво. Я уже слишком много эфеса проебал. Ну вот так вот я и сижу уже с ней 3-й час. Евгений Корецкий. Ты опять отвернул камеру. Я просто стараюсь ее найти, если мало ли, может быть, я затормозил и... Нацу. Когда она в инвиз входит, беги к ней, а не жди, пока облачко появится. Я когда ее перестаю видеть, надо же смотреть, в какую сторону у нее... камеру до появления облачка. Надо же смотреть, в какую сторону у нее этот, ну, снег полетел. Она находиться будет в противоположной стороне. Противоположная. Ну, сейчас просто ее видно стало. Тут я пожадничаю. Не больше 2 ударов. А я и пытаюсь, блядь, напихать полные карманы. Раз, 2. Все. Снова. Нацу. Облачко появляется, когда ты подходишь к ней близко, вот и все. Так. Евгений Корецкий. Как снег появится в месте ее исчезновения. Не отворачивай камеру. Нацу. Все понял. Евгений Корецкий. Облачко появляется всегда. Близко или далеко, стоишь неважно. Так я вот что-то не могу врубиться, в какой момент надо, блядь, обращать внимание на него. Печаль продолжается. Да, продолжается. 2 часа 30 минут только на фриде. Евгений Корецкий. Ты нарочно, что минус? Ли камеру отворачиваешь? Ее надо до последнего фиксировать, пока она не исчезнет. Нацу. Так, Фрида, это финал босса 2DS. Я не знаю, что это за босс, просто я к ней пришел. Евгений Корецкий. Смотри на место ее исчезновения еще 5 сек. Исчезла. Я ее нихуя не вижу. Надо еще дольше ждать. Сейчас давай еще попробуем ее на этот удар провоцировать. Надо научиться в инвизии ее чухать. Ее нет. Я тороплюсь. Евгений Корецкий. Она исчезла. А ты опять камеру отвернул. Пусть добивает.
Нацу. Он не отворачивая камеру, просто не успевает следить. Нацу. Куда она прыгнула? Сейчас посмотрим. Евгений Корецкий. Да, Яма, нее надо искать, а смотреть, куда облачко направлено. Ну, если она снег этот, блядь, хуярит в одну сторону, то она должна оказаться в противоположной. Сейчас она в инвиз съебет. Евгений Корецкий. Не отворачивай камеру. Нацу. Да ёб я ваше облачко, ахаха. Ну вот нет ее тут нихуя. Сколько надо еще было ждать? Я сейчас максимально долго ждал. Не отворачивал я камеру. Ну хорошо, я вот увидел то, что... Где она появилась? Она в итоге, блядь, ёбнула и появилась с другой стороны. Короче, я походу в этот тайминг не врубаюсь, когда она в инвиз съебывает и где появляется. Пиздец. Просто несколько подач подряд налетел. Евгений Корецкий. Вот было сейчас облачко. Оно было наверх. Она была сзади тебя, но не в 3 шагах, а в 15 метрах. Вот сейчас был столб ровно вверх. Значит, она сзади меня. Да, блять. Тут надо было перекатом, кажется. Исчезла. Тогда получается она вот тут. Нет. Нихуя она не тут. Но мне повезло удрать. Конечно, такое на 3-й фазе стопудово не прокатит. Она прям за ним. Все, валим. Евгений Корецкий. Вот стол равно вверх, значит она строго сзади тебя, но далеко. Беги бегом назад. Ну, со столбом вверх пока, в принципе, более-менее понятно. Да. Блин, ну давайте вы быстрее, а. Евгений Корецкий. Если двигаться на нее в моменты исчезновения, то почти всегда столб будет вверх. Нацу. А теперь определитесь, облачко или столб. Ну там такой, ну, как бы... Вот он. Хуй знает, я что-то вообще не понял.
влево. Значит, должна появиться тут. Но ее нет. Евгений Корецкий. Облачко в виде столба, тогда она сзади, но не в 3 шагах, а дальше, беги бегом. Я понял, но она же видишь, как иногда делает. То, что вы с ней находитесь ну, как бы. Вот, она сейчас хотела съебать в инвиз, я ей лупил. Иногда она портоваться начинает, но типа в каком-нибудь углу вообще. Когда она прыгает в сторону, значит в сторону, а не сзади тебя или слева от тебя. Стоял, блядь, что-то ждал. Ну а чё? Евгений Корецкий. Ты опять перестал ждать облачко и отворачиваешь рано камеру. Да у меня тут, блядь, куча ошибок просто. Стол ровно за мной. Какое тебе? Ладно, давай хоть вторую фазу посмотрим. Еще разок. Пизду лучше похилиться. Сучка взяла, задела хоть чуть-чуть, да, да? Смотри, какая падла. Ну-ка, ебнем ее чуть-чуть. Нету батю хилить. Потому что надо обоих их контролить. Торопился.
сторону все гораздо сложнее. На открытом месте она к стороне противоположной облачка. А если стоит у стены, то как бы ударяется о стену и отлетает в сторону облачка. Так вот, я думаю, что подождать его. А, он сейчас дышать будет. Блять. Ну, так это улетает. Сучка. Она его и хилила, блять, одновременно. Я ему тут пытаюсь еще нашмалять, но он меня и доебал. С облачком в сторону все гораздо сложнее. На открытом месте она в стороне, противоположной облачку, а если он стоит у стены, то как бы ударяется о стену, отлетает в сторону облачка. Ой, не знаю. К этому, походу, надо визуально привыкать. Ну, чтобы чисто механика была. Видишь в одну сторону, ебашишь в другую. Мне пока везет, она пока только столбом вверх, короче, прыгает строго за меня. Евгений Корецкий. Беги на нее перед ее исчезновением, и 100 пудов столб будет вертикальный, а она сзади. Ай-яй-яй-яй. Зря повернулся. Сука, да отвали, дай похилиться. Не стал я ее там добивать. Пойдет. Не ушла она как-то вот через жопу, она в инвиз ушла что-то. Но эта хрень иногда с бегством прокатывает. Евгений Корецкий. Ну хоть вертикальный столб освоил, и то хорошо. Я думаю, что я его еще нормально не освоил. Вот она как-то странно в инвиз начала сваливать. Она почему-то прыгает назад, а потом херак, и ее нету там. Блять. Ну давай, батя сказанулся, курма. Скакали. Обморожение.
Но мне повезло, я ему хотя бы тычку сделал. Блять, ну... Она тупо меня догнала. Вообще нехуй к ним лезть, когда они вдвоем рядом стоят. Но он добьет же, блядь. Чё попёрся? Делить их надо. Чтобы одна курва в одном краю была. И этот с казаном полудурок тоже там в другом где-нибудь месте, что колбасился херня. Тогда можно хоть как-то их там пинать. Интересно, я сегодня хотя бы третью фазу посмотрю. Сама даже себя забэкстебила. А вот тут что-то непонятно. Она как-то должна вот здесь быть. Ну да. Потому что, ну, очевидно же, в левую сторону поскакала это. Полетела пыль. Ну, пыль. Нет. Вот опять. Правую. Значит, она тут должна быть. Хуй знает, ее тут нет. Перебор. Снова 12 пряжек. Снова здрасте, блядь. Мне не выбраться. Суки зажали. Твою мать. Давай хоть куда-нибудь. Я там, получается, как-то между коленом его и решеткой застрял. Давай, мужик, иди сюда. Хотел попробовать под стол ему напинать, но в принципе можно, но не особо-то безопасно.
Ты почему? Какого он хера он так рано лупить-то начал, блядь? У меня сейчас даже на второй удар не оставалось времени. Взял, доебал мне. Евгений Корецкий. Ты безымянного то грохнул. Нет. Девальфо от квадратная скобка. pnd.gg квадратная скобка. Добрый вечер. Привет. Нахуй. Не грохнул я безымянного. Короче, безымянный. Потом финальный босс. И все боссы DLC. Это вот те, кого я ничего не убил. Я не знаю. Я с безымянным неделю сидел. Нихуя вообще. От слова никак. Первая фаза и все. Максимум половинку, четверть я сношу ему во второй фазе и все. Захуяриваю. Как я его, блядь, только не пробовал пиздить. Без толку. Поэтому, кроме как дождаться открытия серверов, у меня идей никаких. Евгений Корецкий. Если так же за щитом будешь сидеть, безымянный изи будет. Нет, не будет. Посидел. Посидел я за щитом. Он выебывает этот щит. Ну, где-то раз на второй, на третий. Евгений Корецкий. Ты делал щит из души доспехов драконоборца. Я из него топор сделал. Так, я бросал, в какую сторону она улетела. Теперь придется ныкаться. Понятно? Не заныкался. А где она вообще? Стопудово в инвизе сидит. Да. В принципе, если ориентироваться по звуку, то можно в последний момент, когда вот она вылетает из инвиза, можно хуярить перекат, короче, и она не успевает в тебя попасть. Ну это прям пиздец, какой тайминг какой-то. Дурацкий. Я, кстати, видел то, что какого безымянного короля с таким щитом, да, проходят. Он типа самый такой крутой считается. Кто-то его с лука, блядь, ебашит, кто-то вообще кулаками его забивает, кто-то переодевается в эту броню шипастую, тоже лупит. Короче... Евгений Корецкий. Зря этот дурацкий топор, если через щит играешь.
Это все говорит, блять, из отсутствия опыта. Ну, взяли, заебенили меня. И опять там где-то застрял у меня между коленок, блядь. Пока крутился, меня эта гнида достала. Евгений Корецкий. У того щита 93 от молнии защита. Ну, видишь, кто же знал-то? Кто знал то, что вообще я чисто вот на этом безымянном Нет, короле на неделю Т1 засяду. В41К. Привет. Привет. Кто же знал то, что я еще и с этим безымянным Евгений королем Корецкий. засяду? И огромная устойчивость. Эвил Гаоси. Привет всем. Хорошего стрима. Здорово, Серега. Ива. Я с 4 часов уже с этой Фридой сижу. Ты решил ее поковырять перед стримом, посмотреть атаки, ну и все. Чувствую, я с этой тетенькой надолго. Но я скажу, что первая фаза более-менее понятна. Ну там она где-то. А вот со второй что-то пока не везет вообще. Значит, вот тут. Нет. Как она? Четенько в уголок портанулась. Николай Что? Гончов. Из Во делей второй получилось. тоже йоги. У них ХП 1 на 2. Я пробовал именно ее лупить. Что-то как-то я, по-моему, больше от нее пизди получаю. Как-то мужика со стулом поспокойнее лупить. Ну, так чисто для эксперимента, конечно, можно попробовать. Может, она и поспокойнее будет даваться. Не знаю. Давай попробуем. Евгений Корецкий. Иди во второй ДЛС, там пара шикарных колец на плюс 3, потом вернешься к Фриде безымянному. Ну, там этот, как его, во втором DLC, там кольцо жадного змея плюс 3. По-моему, что у нас? Там кольцо Эстуса, по-моему. И этот как его. И, по-моему, должно быть кольцо Хавела. Но не знаю, я тут вообще его довольно-таки успешно просрал. У меня кольцо Хавела обычного-то нету. Проебал. Я вот не знаю, мне дадут улучшенное кольцо или нет. Я просто говорю про какие знаю, то что там кольца валяются. Вот там Евгений Корецкий. Эстус, Жадный змей Хавел нафиг на боссе. и этот как его, и жадный змей, по-моему. Там вот только 3 вот этих кольца валяется. Ну, с кольцом Хавела, если я согласен, ну, не знаю, пригодятся ли они мне вообще. Тут, типа, надо уметь уворачиваться, читать паттерны, босс себя ведет, а кольцами одними сыт, как говорится, не будешь. У меня в целом косяки идут. Евгений Корецкий. Там кольцо благосклонности плюс 3 и стальной защиты плюс 3. Что мне это даст? Евгений Корецкий. Во втором ДЛС 7 колец плюс 3. Я не знаю, просто спасут ли меня вот эти кольца, если я уже
В корне косячу, пока мудоху этого босса. Просто то, что она у меня будет немножко меньше снимать из-за какого-нибудь кольца стальной защиты. Ну, окей. Но если я в целом пизды получаю, то смысл вот этого кольца. Я просто сейчас еще несколько часов по этому DLC побегаю в поисках этих колец. И что? Евгений Корецкий. Благосклонности плюс. 3 дает только стамина 19 единиц. Также вес и ХП прибавит. А мне вроде стамины-то хватает. Если я не динамить, ее тут вполне достаточно. Сейчас какие кольца стоят? Что там? Эстус, стамина, по-моему. Сейчас, подожди. Сейчас проебу, покажу. Короче, сила, ловкость. Так вот. По-моему, стамина и эстус. Вроде такие. Пробовал на мороз ставить кольцо против этой падлы. Шершня пробовал ставить. Я не думаю, то, что если я поставлю какое-нибудь кольцо, то у меня скилла добавится. Вот в чем дело. Вот опять я поторопился. Должна быть она где-то тут. Понятно? Почти заметил. Влево. Точнее, должна быть вправо. Ой, ёлки. Я думал, она уже сделала эту атаку. Заебал инвизить. Ну и все равно ее хуй знает. Она должна была там за столом, возле стола приземлиться. Иногда она очень странно портуется, по крайней мере мне непонятно. Ну, погнали во вторую фазу. Евгений Корецкий. Я бы не сказал, что тебе стамина хватает. Ты щит почти не опускаешь, а стамина плохо регенится. Да, есть такой грешок. Стараюсь от этого отучиться, но что-то как-то, по-моему, безуспешно.
же нужно этого мужика провоцировать, чтобы он подальше находился от этой манды. Желательно в другом противоположной стороне. Она прям за ним задержится и все. Как говорится, разделяя власть. Евгений Корец. Через перекаты ты вообще не умеешь что-нибудь переиграть. Я не знаю. Блять. Я тут с тем как запутался. Первую часть Dark Souls я прошел со щитом вот таким Хавела и с алебардой черного рыцаря. Где-то там использовал перекаты, я помню. Ну, как иначе-то. Но я бы сказал, не часто. То есть всегда какая-то защита была. Наверное, в этом и есть охуительная ошибка. Так, она его там хилит вообще. Блять. Ну, поздно. Я пока подбежал, она меня уже замудохала. Евгений Корец. В первой части можно было сказать ложиться за щитом. В этой не так. Да, я уже заметил. Тут основная механика — это перекаты. Перекатываться не умеешь, будешь получать пиздюлей. Я вообще удивлен, как я других боссов-то победил. У меня вот весь геморрой где-то с Лотрика начался. То-то я думаю, где же эта гнида, блядь, может быть? Ну, естественно, она будет перед тобой. Так, давай, батька сюда. Не полезу я под обморожение. Что с камерой происходит, блядь? Я еще вообще мышкой не дергал. Кстати, еще, возможно, ошибка в том, что я начинал учиться играть первую часть, ну и вот в эту, на геймпаде. Надо было брать клавомышь. Все здоровые люди. Блять, его мудохаешь, он мне здоровье кончается. Я думал, что она его не так часто регенит.
Последний глоток Эстуса. Ну ладно. Есть еще вот такие плюшки. Один штука. Блять, она опять его сейчас от регенит, да ебаный ты курва, ты задолбала его. Хилять. Евгений С. На славе нет проблем с камерой. Бегаешь без таргета и зашибись. А она, короче, прям под ним была. Охуеть. Я целую фазу закрыл, вторую. Кусок титанита мне сейчас пригодится. Ушки прокачать. Вот это. Где это, падла? Вот. Я на разряд, да, так сделал? Красота. А все, киряться нечем. Ну, хотя бы это какого. Хотя бы кусочек титанита я надыбал. Да. Эту фазу тоже надо учить. Не вижу смысла тут что-то как-то пытаться. Вот когда у тебя столько здоровья. Да. Ну, я хотя бы сейчас могу меч тьмы запердолить на плюс 10. Вторая фаза сложна тем, что у него до хрена здоровья. А ко мне надо даже прокачаться, да будет не на что. Давай тут поднимем маленько душонок на прокачку. Десять фляжек у него улетело, пизда, блядь. Она его хилит, короче, а он лупит этой хренью, блядь, своей. Взял смолу, использую. О, не хватит, да, 6 косарей. Давай еще раз пробежимся. Ладно, пойдете.
Если что, на сдачу можно этот молнию взять. Малу. Всё. Я думаю, может его закалить. Может что-нибудь другое. Вот это вроде рапира прикольная. О, качать ее особо ресурсов нет. Ну как бы так же я до 9 ее подниму и все. Вот и вся любовь. Закалить. Вот я посмотрел, короче, вот по-моему, у меня максимально, короче, физическим уроном закалка. Я грубым самоцветом его заточу. Прокачка всего здесь 2000 заняла. Давай молнию возьмем. Евгений Корецкий. Перья ворона, это рапира. Нафиг она тебе, никогда не качай оружие, пока не опробуешь его мувсет. Ну, я посмотрел, вроде тыкает-то шустро, но... Как бы этот меч тоже довольно-таки быстро лупит. Так что прям серьезных каких-то изменений не будет. Все. Надо дальше ковырять. А где волк такой здоровенный ходит с мужиком каким-то, тоже босс, он, я так понимаю, дальше будет? Потому что из боссов мне только это падла встречалось и все. Так. Вот не тьму, а вот яд. У нас вот этот мужик, он к яду, короче, сопротивление имеет. Ну, в смысле, наоборот. Урон получает от яда больше. Давай. Евгений Корецкий. Колющий удар прямо перед собой, рубящий удар в круговую почти, это огромная разница. Я смотрел, в принципе, того же самого безымянного короля, и рапирой вот этой затыкивает без проблем. Евгений Корецкий. У тебя закален на грубость меч. Да. Меч закаленный на грубость. Я потому что помню то, что тогда еще смотрел, когда ему закалку делал. Блять, я опять ее просрал. Когда ему закалку делал, это было максимально с физическим уроном, что можно было поставить.
Не попало. Евгений Корец. Грубая закалка убирает весь доп урон от прокачки силы и ловкости. Так и получается, что тогда грубой закалки вообще типа смысл теряется. Вон она где приземлилась. Блять. Евгений Корецкий. Сколько у тебя сейчас силы атаки в огне статус? 45 или 50? Сейчас, подожди. Я покажу статус. С кольцом. С кольцом. Нет, собака. Т1В41К. Можешь не делать, как я скажу, но забудь про щит, одень норм бронированные шмотки и меч в 2 руки, и советую меч крови дракона, у него приятный мувсет, и он бьет и молнией Мефис. Уроном выстанет отлично. Забудь про щит. Одень норм бронированные шмотки. Ну, от пизды мне дадут, если я щитом не буду пользоваться. Мне надо, чтобы щитом не пользоваться, учиться вовремя делать перекаты. Вот в чем дело. Меч в 2 руки, советую меч крови дракона. Я не знаю, есть ли у меня эта катана или нет, но ее тоже надо на что-то качать. Это раз. Во-вторых, чтобы этой катаной адекватно пользоваться, нужно еще ловкость, допустим, Нет, собака. прокачать. Т1В41К. Ну ладно. Нужно адекватно прокачать ловкость, чтобы нормально ей пользоваться. Евгений Корецкий. Грубая закалка шикарна в начале игры, когда статы не прокачаны, а при 45 силы нужна другая закалка. Угу. Ну, видишь, я не знал. Короче, смотри, сила у меня до 45, но с кольцом получается полтос. Ловкость 28. Нет, собака. Т1В41К. Меч крови дракона на изысканный надо тачить. Так надо точить. Прежде чем его только как изысканный точить, Евгений надо Корецкий. его еще Открой статы окно поднимать. статус и покажи силы атаки. В принципе, по-моему, если я не ошибаюсь, другими закалками я и не пользовался особо. Евгений Корецкий. Ты мне не силу покажи, а уровень от меча в окне статус. О. Евгений Корецкий. 3 окно открой. Так вот, это и есть же 3 окно. Подожди, какое 3? Это вот же так получается. Это хотел посмотреть. Да, получается, если скалирования никакого нету, тогда и на грубость его смысла нет затачивать. Евгений Корецкий. 3. Это 3 значит. 3 окно. Вот он. Ну и чё? Нет, собака. Т1В41К. А у тебя есть меч крови дракона, и если что, он двуручный. Ну это катана. Евгений Корецкий. Открой 3 окно. Там полный урон показан.
Я тут только вижу правая, левая рука. Поглощение, защита, сопротивляемость. Евгений Корецкий. Сила атаки 290. Закали меч изысканным самоцветом. Урон будет 400 вместо 290. Попробуем. Евгений Корецкий. Сила атаки правая рука, это и есть полный урон. Так там Нет, 400. собака. Т1В41К. Изысканный лучшая закалка. Я что-нибудь продам. У меня душ не осталось. Кассир Акамура. Здорово, старик. Спидранишь. Да, если бы спидранил, я бы был так счастлив. Спидранить это не про меня. Так, что продать-то такого? Евгений Корецкий. Всегда смотри полный урон в окне статус. Не надо будет считать самому. Ну, можно вот этих вот Кассир десяток Акамура. продать. Корючишься с Фридой. Я тут не только с Фридой, я до этого с этим, с безымянным королем корючился. Я его так и не прошел. Решил по DLC побегать, может быть хоть как-то что-то где-то получится, видишь? Сейчас уже 3,5 часа с Фридой сижу. Не получается. Так, изысканный. Жёлый, наточенный, изысканный. Кассир Акамура. Уф, нервный тип, когда слышу эти имена. Да-да, это еще те мудацкие боссы. Слушай, а так получается вот тоже, если ты скалируешь, у тебя и магия, тут я смотрю. А, ты скалируешь, ну тогда у тебя Евгений нужно... Корецкий. Прежде чем давать окончательное согласие на закалку, посчитай урон. Там показан будет. Так вот я смотрю то, что где-то на магию еще дополнительный урон, там тьмой тоже самый. Ну, типа вот урон тьмой, он бы пригодился как раз на безымянном короле. Но тогда у тебя в целом физическая атака просаживается. И какая-то херня. Евгений Корецкий. Какая магия нахрен? Ты собрался интую веру, что ли, качать? Так, да, там Дядюшка ёпта. Барс. Привет. Да. Куда там мне Дядюшка инту и Барс, веру ты качать? на ПК. Да, я на ПК. Если я еще и этот начну качать, тогда вообще труба. Можно просто годами тут фармить, только найти души. Нахуй. Евгений Корецкий. Изысканный даст чистый физ урон. Да, я вижу. Ладно, давай так. Попробуем. Дядюшка Барс. Ты качал или покупал? Люблю готовить. Покупал. Грубый самоцвет самый-самый полезный. Евгений Корецкий. Посчитай сам урон при изысканной закалке.
Видишь, уже кто-то приходит с другим мнением, то что грубый самоцвет, он уже самый полезный. Я до этого был заточен на грубый Евгений самоцвет. Корецкий. Открой статус и покажи урон. Сейчас, подожди, прогрузится. $408. Что и требовалось заказать. Ладно, давай попробуем. Один хуй его чарить Люблю надо. готовить. Универсальный получается. Один хуй его чарить надо. Евгений Корецкий. Сам сравни урон. Был при грубым 290, а сейчас какой? Я понимаю. Теперь главное пизды не получать на второй фазе. До этого бэкстеп сносил по 400. Она же была, должна быть тут. Органида. Прям за мной. Теперь я тороплюсь и пизды навешаю. Евгений Корецкий. Мне цифры урона не видно. Сколько дал бигстеп? 600 с чем-то. На 200 дамага больше. До этого было 412, что ли, что-то такое. Сейчас 600. Блять. Ну, ладно. Все равно трай хуёвенький. Люблю готовить. Это с молнией было. Угу. Ну, вообще желательно же чем-то чарить это дело. Но даже потом, когда молния упала, прям чувствуется, что чуть-чуть побольше от нее стали кусочки отлетать. Сейчас главное говорю, что не обольщаться про великий урон. Главное, пизды теперь от нее нормально не получать. Вот давай теперь, Евгений короче... Корецкий. Вот тебе и грубая закалка. Она хороша только когда статы не прокачаны в начале игры. Я понял. Давай сейчас попробуем без смолы. Если повезет, даже бэкстеп сделать. По 600, короче. $300, 600, 900. Да сучка, да это IT-то? Вот доебалась. Наконец-то. Мы при таком раскладе попробуем, короче, зачарить пушку на яд. Да бля. Тороплюсь.
Люблю готовить. Ее батя плохо воспитал. Их в целом всех плохо воспитали, потому что они мешают людям, когда они пьют. Я про Эстас. Частенько такая херня встречается, только, блядь, решаешь закинуться флярочкой другой, какая-нибудь гнида тебе подойдет и по зубам трясет. Ну вот она влево должна быть, тут получается. Евгений Корецкий. Хуйня ее нет. Кольцо на силу дает только плюс. 5 единиц урона. Неужели нет более полезных колец? Ну, хер его знает, можно посмотреть. Я вот их читаю, короче, некоторые для меня как-то, ну, вообще ни о чем. Да, посмотрим. От обморожения есть кольцо. Я его одел, в принципе, я как пизды получал, так и продолжал. Ну, как бы, одинаково Люблю сносило готовить. это все дело. Я заметил, что алгоритмы игры такие, что когда пьешь, мобы наваливать начинают. Да. Такое ощущение иногда, как будто Евгений Корецкий. все сложнее. Какого черта все время держишь щит в блоке? Чтобы не мочила она меня как бешено. Я говорю, к этому надо тоже привыкать. Я вообще в целом-то только несколько дней назад на клавомышь пересел. Люблю готовить. Так, Но расстояние еще решает. вот это обморожение. Кольцом. Почему-то ловкость тут же просаживается. Почему так, я не знаю. Мне непонятно. А так, что еще у нас есть? Макро, течение, отравление, мороз. Ну, все вместе. Не знаю, может быть, это хоть какую-то погоду сыграет. Евгений Корецкий. У тебя шлем не одет? Почему? А хер, у меня вместе со шлемом тогда сразу же перегруз получается. Тогда придется щит снимать. Степан Рудницкий. Привет, забей на кольца, изучай мувсет и контратакуй. Изучаю. Может, хоть как-то кольца помогут, я не знаю. Я просто не хочу с ней так же сидеть, как с безымянным Евгений королем Корецкий. неделю, блядь. За каждый ненадетый предмет брони по тебе начисляют доп. Урон. Понятное дело. Можно, конечно, попробовать щит черного рыцаря заменить. Он полегче будет. Так-то. А с кольцами хрен знает. Крит удары? Нет. Она продолжается. Ну вот, допустим, Степан Рудницкий. Я тоже вешу на ней, но у меня 153 левел. у меня где-то 121, что ли. Я безымянного короля так и не прошел. Я с ним неделю мудохался. Вот жду, пока серваки откроют. Может, кого-то на помощь призову. Евгений Корецкий. Ты все души боссов сожрал? Скорее всего, да. Не скорее всего, да. Я их сожрал все.
Да. У меня он только мелкий валяется и все. Больше ничего такого. Может, вместо силы вот сопротивляемость к морозу поставить. И щит поменять. Можно вообще типа травяной даже бахнуть. Хотя она что же, наверное, пробивать-то и через него будет. Степан Рудницкий. Я прошел безымянный король. Евгений Корецкий. Кольцо Хавела из души демона делалось. Нет, не делалось, потому что я не знал об этой фишке, и поэтому хлопнул душу демона. Евгений Корецкий. Нет у тебя хороших колец. У меня много чего нету. У меня и скилла нет. Так, ну я не знаю, что можно на бошку нацепить. Максимальное сопротивление мороза вот у шлема легиона нежити. А так вроде все. Ага. А в целом, короче, вот этот доспех легиона нежити. Ну-ка. Просто. Он тяжелый. Перегруз получается. Ладно, давай так попробуем. Идет. Евгений Корецкий. У тебя большой запас по весу со щитом черного рыцаря. Ну, я шапку какую-то напялил. Степан Рудницкий. Я сегодня ее шатаю. Хорошо, отомсти за меня. Жалко, серваки не пашут. Сейчас посмотрим, как у нас вообще щит действует. Евгений Корецкий. Какой перегруз? До 69.9 нагрузки надевай броню. Степан Рудницкий. Забей на шмотки. Че, где она? Не успела. Евгений Корецкий. У тебя большой запас по весу, надевай тяжелую броню. Сейчас давай я с этой попробую. Я, наверное, не успею. Да. По-моему, максимально тяжелая броня это крылатого рыцаря, по-моему. Сейчас гляну. Просто, скорее всего, я буду меньше, просто я меньше урона безымянного получать. короля убил голый. 29% загруз. Ну вот, видишь, молодец какой. Евгений Корецкий. Смотри строку нагрузка. Не более 69.9 проц. Я понимаю. Не больше 69. У меня уже, вот я только один меняю. У меня уже 62. Ну, максимум. Я еще как-то могу штаны, по-моему, поменять, но не факт.
Да, все. Либо снимать что-то. Ну, как-то так. Жирный типик. Да, это все мало чего и поменяет. Степан Рудницкий. Мне неудобно с ним без гиперла. Да. Как и пиздюливался, так и продолжаю. Вот она должна была быть здесь же. Что-то она какая-то жесткая стала, по-моему, нет? Степан Рудницкий. Шмот почти не решает. Да, тут, в принципе, и пушки-то ничего не решают. Тут все решают прямые руки, которых нет. Евгений Корецкий. Облачко было в бок, а не вверх. А ты ее сзади ищешь? Вот сейчас я заметил, Евгений Корецкий. куда У она тебя приземлилась. сейчас перегруз. А по-моему, нет. Катается он вроде нормально. 68%. 68,2 загруз. Прямо. Ну, да и чего? Блять. Вот же сучка. Вот там она где-то должна же быть. Потому что она вправо полетела. Степан Рудницкий. Согласен. Мне проще со скимитарами наемника. Смотрели, как кто-то проходил эту игру со щитами? Чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше она сносит. Ну, чем если у тебя кольцо щит хавал одет. Пару подачи ему успел треснуть. Блять. Я не успел укатиться. Степан Рудницкий. Бей деда. Ну да. Я его и бил.
Что-то ее не вправо, блядь, ее нету, не влево. В итоге хуй знает где она. Ну, хоть теперь, слава богу. Ну, а что придумаешь? Ну вот где она должна тогда быть? Ну что, бей деда? Тут же наткнулся на обморожение, твою мать. Евгений Корец, ты верно определяешь направление, где оно будет, но сильно не доходишь. Два шага вперед и начинаешь крутиться на месте. Да ёпта, ты прыгаешь в одну сторону, и как раз она там находится. Пизду, тут какой-то вообще сборище пикселей, ни хрена не видать. А где сама эта падла? Понятно. Люблю готовить. Да уж, семейку. Да ёпты, на одном КП меня сучка оставила. Семейка уродов. Что батя с казаном, блядь, носится? Что это курва с мотыгой? Евгений Корец. Они не родственники. Он ее святой отец. Ёб твою мать. А, не вовремя. Догнал, блядь, и все. Четыре часа я уже с этой хуйней вожусь. Люблю готовить.
Один с горшком на поломанной табуретке носится, другая с сенокоса только пришла. Ну или так, да. Евгений Корецкий. Ты не добегаешь до нее. Вот с этого... Где она еще могла тут оказаться? Ровненько, за тобой. Чара, ну сейчас захуярим. Я не знаю, я сейчас до стены пробежал, там ее никого вообще не было. Хотя она оказалась, ну, должна получается, если в противоположную. Она прыгнула в правую сторону. Если поворачиваешь, она как раз должна быть возле стены. Почему ее там не было? Какая-то хуета. Евгений Корецкий. Ты когда ее ищешь, то медленно идешь за щитом. А ты бегом беги к месту ее появления. Сучка и допить не дала. Евгений Корецкий. Беги к ней, когда она готовится исчезнуть. И она всегда прыгнет назад за тебя. Подожди, ну, она же прям за мной должна быть, ну. Нет, пизду, отхилиться надо. Ай. Главное, хотела в инвиз съебать, но почему-то передумал. Осталось-то, блядь, 2 раза ей ёбнуть. Я сейчас бежал, в принципе, на нее, но почему-то она в другом месте оказалась. И теперь ее вообще не найти, блядь. Ну, зато она меня нашла прилично. Залупа, а? Как она вас пиздила уже. Конец. Но все равно 12 фляг, я не знаю. Ладно. Учимся мочить второй флаг. Раз, два, три. Все, валим. Два, три. Раз. Ну, блядь, она его хилит. А где?
Понятно. Где-то набой может быть еще, кроме как не за мной. Ну давай, мужик. А, блядь, зря полез туда. Надо было хилиться. Хер его знает, короче, я не знаю, блядь, я просто на максимум сношу полфазы во второй фазы и все. Светиться, наверное, начинаю, вот отсюда, блядь, куча ошибок вылезет. Она вообще сейчас здесь. То есть она появилась вообще не в том месте. Надо было бежать. Ну, хоть удавать успел. Как-то странно она исчезает. Вот если она сюда, да. Так, ну в принципе, да. Щит мне тут никак не поможет. По большому счету. Эх, какая-то сучка еще столб поставила. Быстрей. Блять, подлетел. Хочу глянуть, насколько эффективно будет этой штукой пользоваться. Ну, такое себе. А, у меня стамины нет. Не успел. А ёб твою мать. Ну, он просто дополз до меня. Но дополнительный урон вот этой вот херней, она его травит.
Типа несколько раз ударяешь и потом ходи вокруг него, жди, пока он протравится как Евгений следует. Корецкий. Сравни урон в 2 руках и в 1 руке. В окне статус смотри. В 1 руке удар быстрее, чем в 2. Но в 2 он типа сильнее. Я вот хер знает. Ну, чисто так, для эксперимента попробовать, почему бы нет. Чуть-чуть поуверенней. Евгений Корецкий. Что хер знает, в окне статус будет показан урон в 1 руке и в 2 руках будет показан урон. Долго что ли посмотреть? Ать. Ну, давай, 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 давай. Нихуя не вижу. Они там вдвоем. Чудом просто съебался. Она его хилит. Блять. Быстрее. Ну, вали, нихуя не видно. Блять. Ну, ему бы 3 подачи, он бы отъехал. Так.
385, правая 135, ну и так Евгений далее. Корецкий. Сравни урон. Теперь делаем так. Евгений Корецкий. В одной в двух руках. Он выше. 385 на 406. Евгений Корецкий. 385. Евгений Корецкий. На 20 больше. Можно в двух быть. До второй фазы сначала дойти надо. Посрал. Пока крутился, пил, блядь, и опять я ее посрал. Примерно тут она должна быть. Она почему-то не появилась. Сука, один раз не попало, значит, блядь, второй раз, естественно, пизданет. Отпадла. Алекс Поколюк. Не отступай, больше давления на нее. Алекс Поколюк. Прессингуй. Да, кто еще прессингует, по-моему. Я понял. Я уже ее 5-й час прессингую. Ну, короче, я просрал ее. А у нее хп-то не осталось. Вообще легально. По-моему, должна быть мертва. Сучка. Евгений Корецкий. Поставь кольцо охотника и посмотри урон. Что за кольцо охотника? Как выглядит? У меня, может, такого и нету. Алекс Поколюк. Далеко не отпускай его. Первая стадия легко. Теперь батю домашний. Да, они меня вдвоем захуяривают и все. А я посмотрю, что это кольцо охотника. Евгений Корецкий.
У тебя есть кольцо охотника? Оно стояло у тебя. Евгений Корецкий. Плюс 5 уровней ловкости. Угу. Вместо кольца обморожения. Ну, я так понимаю, если я кольцо силы ставлю, то это вообще типа никак не влияет, да? Давай попробуем. Не один ли хуй с какими кольцами дохнет. Евгений Корецкий. Урон покажи. Так, подожди, подохну. Евгений Корецкий. Блин, когда ты перестанешь бояться открыть окно статус? Не забывай, сообщения идут с задержкой. Если наточенное оружие, то ловкость. Если грубое, то сила. Хуй знает, где она, короче. Вот. Вот и она. Эх. Евгений Корецкий. Сука, стамину выбила. Пизда, она в инвизе. Чудом ушел. Алекс Поколюк. Чаще атакуй. Исчезать будет реже. Держись возле нее. Я ее, в принципе, практически не отпускает себя. Когда только она далеко от меня отходит, она творит всякую хуйню. На площадь там и так далее. Алекс Поколюк. Ну такая это залупа, я, блядь, снова запутался между его ногами и решеткой, и эта пизда подлетает, его добивает, все, пиздец. Бью по возможности, насколько у меня стамины хватает, надо же еще немного оставлять, чтобы она мне щит не выбила к хуям собачьим. А то мне тогда, блядь, без щита вообще 2 понедельника жить остается. Евгений Корецкий. Покажи урон с кольцом в 1-2 руках. Короче. Алекс Поколюк. Перекат. Нафиг щит не нужен. Ну еще больше. На 422. Да, блять. — 422 в 2 руках получается. В одной 402.
Ну, еще выше. Так, 402 и 422. Это, по-моему, Алекс, максимальное, все, покажи. что можно выбрать. Пробуй перекат. Попробуй. Я сейчас начну другие движения использовать, и я Алекс, больше покажи. буду улетать. Во время переката нет дамага. Евгений Корецкий. Норм урон. Все верно делаешь. Первая фаза за щитом. Вторая в 2 руках. Нет, понятно. Они часто зажимают меня во второй фазе. Ну и чё, блядь, я, короче, проебал ее. Алекс, покажи. Прикольно. А так она через щит тебя дамажит. Да она сносит-то их его нет. Просто если, как я делаю, если не бить ее в тот момент, когда она тебя лупит, то все нормально. Я уже просто заебался с ней за 5 часов. Евгений Корецкий. И я Во второй начинаю... фазе возможен крит удар отцу в башку. Ну, это еще... Это еще добиться надо. Мне хоть какой-нибудь удар нанести. Я уже тут сам косячить неплохо начинаю. Надо делать ей не больше 2 ударов. Ну, понятно, хуйня, короче, трай, все равно. Высовываться с щита нужно в тот момент, когда она закончила свою атаку. Делаешь 2 удара и обратно в щит. И нормально закрывается первая фаза. В принципе, что щит Хавала, что щит Черного Рыцаря, разницы никакой. Ну, там небольшая в этом, как в дамаге-то разница. Когда она на площадь лупит. Чтобы она поменьше хуярила на площадь, ее надо близко к себе держать. Вот опять. Вылез, чтобы треснуть, она попала 3-м ударом по мне. Тороплюсь. Алекс Поколюк. Блин, хз. Может, я привык без щита, пользуюсь только для пырей. Евгений Корецкий. Щит Хавела в 3 раза больше весит. Я немного под углом побежал к ней. Отсюда она и портанется через жопу. Ну, хоть не попал. Да, ебало инвизиция, блядь. Сколько можно, а? Вот опять. Слишком много раз ударил. Без дамага мог бы обойтись.
Ну, хоть бэкстеп. До свидания. 13 фляжек. Давай быстрее уже, дохни, блядь. Главное вот туда сейчас не попасть между колонной, его ногами, перешеткой. Пинает, блядь, зачем-то его. Молодец, нервы у тебя стальные. 5 часов. Красавчик. Я мужика на петухе неделю траил. До 3 фаз Безуспешно. Так что, по-моему, 5 часов ради этой хуйни, как бы это еще, по-моему, хуйня. Я чувствую, как и с... Бля... Как и с петухом я еще чувствую, с этой гнидой посижу. Тех боссов, которых я могу пройти по уровню, скажем так, скилла своего, я прохожу сразу же, на максимум, блин, ну, 1,5 часа побегаю. Блять, ты заебал. А если босс сразу не пошел, то я с ним надолго. А тут вот можно разок пиздануть. Все, и валим. Ну тут уже каша какая-то начинается. Из ракурсов камеры, блядь, коленок волосатых. Я себя даже не вижу. А, ну потому что его лечит еще к тому. Пошла она. Хиляемся, что? На сдачу, так сказать. Ну, сейчас он сам ко мне подойдет. Я, кстати, забыл. Меч в 2 руки бахнуть. Че, не разойдутся? Нет. Она его, сучка, по-моему, лечит где-то, да? Да вот она. Ах ты падла, блядь. Алекс, покажи. Ну вот сейчас я к этому хороший выпадет. О, ёпта, сейчас. А нет, мне повезло, обморожение не добило. А у меня сейчас тупо пляжки кончатся и все. Ладно, может, хотя бы повезет 2-й раз за сегодня 3-ю фазу увидеть. Да, ёпта мать. Да, чё не прыгает? Оп. Ну, осталось-то 2 удара. По большому счету. До свидания. Так, ну тут определенно нужен щит опять. Все, очко у него лопнуло. Где это падло? Эй. Яна. О. Так, тут дистанция. Примерно вот так. Даже поближе.
Ну, ёпта, что-то она заспамила меня, просто закружила, я аж охуел. Второй раз за 5 часов, 5,5 часов, я дошел до третьей фазы. Ну, два там, 3 раза ее где-то кольнул, блядь, куда-то там в бочину за все это время. Это пиздец. Нац. 3 фаза самая сильная. Я заметил то, что она тут в два раза ёбнутей становится. Ну, а когда было иначе? Блять. Она часто нечетко за тебя съебывает. Иногда она ходит куда-то, как будто в бок. Иногда вообще не уходит. Иду, я ее потерял. Алекс Поколюк. Миядзаки, попав в ад, узнает, что он давник умер демона. Миядзаки, наверное, когда помрет, еще будет очень-очень много времени в гробу крутиться. За свою сложность в играх. А ёб твою мать. Но все равно трай хуёвый был. У меня там 10 фляг оставалось. У нас примерно дней через 10, да, Elden Ring выходит. Где-то дней через 12 только серваки запустят. Я просто о том, что сколько мне еще ебаться с этими боссами. И даже не самый жесткий в DLC. Да ёб твою мать. Вот, она сюда вообще сквозанула, хотя я бежал на нее. Мощница.
Да, блять. Алекс Поколюк. Садись на PS4 или 5 по-моему. Тогда карта захвата нужна. У меня есть вторая, третья, четвертая плойки. Только нет карты захвата. Так и все равно там придется даже всей группы проходить. Заново ее покупать. Нахуй нам не надо. Я и так за эту поебень уже 800 рублей выложил. Не, ну спорь, игра крутая, но, блядь, она очень сильно бесит. Прям иногда очень хочется куда-нибудь что-нибудь зашвырнуть. Для телевизора жалко. Алекс Поколюк. А ты Секиро проходил? Я играл в него 2 или 3 часа. Практически нихуя не получилось, я его дропнул с компа. Я там дошел до этого, до первого мужика такого с большим мечом. Часа 3 на нем посидел. Да. После него я собрался с силами спустя пару месяцев и прошел первую часть Dark Souls. И все, больше ни во что подобное не играл. А ну когда-то где-то года 4 назад, по-моему, или 3, я часа полтора, по-моему, в Bloodborne побегал. Тоже пизды пополучал на каждом углу и все. Больше опыта в лайках нету. Никакого. Евгений Корецкий. Значит, Мядзаки не твой автор. Может быть. Есть же такая тема, то что типа нужно быть расположенным к игре, как бы. Может быть. Да ёб твою мать, ну это пиздец какой-то уже. Не знаю, то ли опыта нету просто в играх подобного жанра. Ну, типа, сколько вот ко мне ребята на стримы не заходят, там кто-то 2-5 раз игру проходил на НГ, плюс слабает, там кто-то 30 раз уже этот Dark Souls прошел. Да, тут либо опыт, либо просто предрасположенность. Игры классные, но кому как по сложности. Да, кому-то они вообще легко дается, я смотрю. Ну просто, знаешь, на изи, блять, любой босс. Ну, покер вообще. Кстати, Кирилл, здорово. Ну, а где-то тут она должна быть. Кирилл, уже 17 часть стрима, ничего себе. Да, как будет толку? Если бы я их проходил, этих боссов, было бы замечательно. Евгений Корецкий. Киряхай. Чудом сейчас повезло, повернулся. Ах, стамины не хватило. Кирилл. Сегодня хороший актив. Зрители мне.
Вот она спазанула, причем, по-моему, даже куда-то сюда. Нет. Ну не попал. Это хорошо. Алекс Покалюк. Скрывать не буду. На Мегире посидел пару часов, а вот остальные на ура. Я вот на безымянном короле тут сидел неделю. Безрезультатно. Я его так и не прошел. Не идет тут и все тут. Я причем видел, как она протонулась, причем вот сюда. Хотя я бежал в ее сторону. Где вторая падла? А вон, она уже его хилит. Охуевшая транда. На тебе бэкстепчика. И его давит еще. Все, надо текать. Чуть-чуть своей кошелкой задел. Все, надо хуярить, валить, блядь. Пока лупил ему по ноге, меня обморожение дотянуло. Наебись. У меня, короче, сложности, в принципе, начались с этого, с брательников. Лотрик и Лориан. Я как с ними, короче, присел. Потом забагал, короче, и прошел его. Алекс Покалюк. Король на самом деле не сложный. Вовремя перекат прям у него во время атаки с воздуха и 2 удара. От остальных просто перекат. Ну, видишь. Я даже пробовал его с лука убивать. Никак. Я знаю, что он не сложный. Я кучу видосов посмотрел по прохождению его. Нихера. Вот примерно как сейчас, такой же геморрой. Она дважды, что ли, портанулась? Пошла нахуй. Я знаю, что король проходится с помощью перекатов и так далее, но не получается. Короче, вот я с 2 братьями там как-то засел. Проходил их, наверное, часов 5. Но все-таки получилось. И потом вот попался король. И все. Я примерно так посчитал, короче, часов 30 я на нем посидел. Где-то около 1000 попыток. Ну, максимум половина второй фазы. Всё. Потом решил сходить в DLC. Мало. Ну, его все равно проходить придется. Я смотрю, тут тоже и в DLC тоже весело. Да ёбанутый.
Алекс Поколюк. Второй ДЛС еще сложнее. Да, там, потому что там Мидир, кто там еще, Гаэль, да, по-моему. Вообще, по-хорошему, мне бы надо петуха дотраить до конца, замочить его и потом лезть во всякие DLC там и так далее. Если у меня с петухом уже сложности, куда там нахрен. Но просто за неделю он меня, этот петух, вот так вот уже заебал. Я его больше не хочу смотреть, как бы. Алекс Поколюк. Первый рассчитан примерно на 60 минус 80 уровень, а второй где-то 120 минус 100 тысяч. Ну, у меня уже там какой-то 120 уровень, я тут пофармил. Алекс Поколюк. Братья Кем. Вот, да. Еще к тому же там братья-демоны. Мидир, братья-демоны, Гаэль. Короче, полный фулл-хаус, короче. Закончила его хилить. Не один, так другая, блядь, дотянется. Куда не тот, не в ту степь прыгнул. Но она его килит. Я вижу. Хуй знает где она. Ну еще раз, ёбни ты по нему. Неужели? Третий раз за сегодня. Посмотрим третью фазу. Да. Спасибо за donation. Thank you for donation. Поддержка за гусиную зажарку с яйцами. Спасибо, Серега. Да ёпа мать. Хуяна активно начала мне пизды давать. Прям совсем активно. Но еще и винвиз. Лютая женщина. Где она? Где она, вообще не вижу. Понятно. Пока я ее нашел. Да, вообще. Просто прессует постоянно. Ну и все, да? Почти.
Вообще ни одного удара даже не сделал. Я окошек не вижу. Она просто заспамила меня. Какая-то ёбнутая, короче, падла, блядь, просто хуярит и хуярит, просто как заведенная. Ты либо лечиться должен, либо искать момент как-то не уходить, еще и треснуть как-то умудриться надо еще. Я не знаю, она лупит вообще без передыха, блядь. Где-то тут она. Что я часто начал из вида терять. Чё, почему было не уйти? В колонну запнулся какой-то. Алекс Покалюк. Крепись. Угу, креплюсь. Разочек ей переебать. До свидания. Давай, давай, давай. В принципе, даже 5 раз мне умудрился ему ёбнуть. Это великое чудо. Серьезно? Алекс Покалюк. А угли кончились? Угли есть. Смысл просто их тратить, я же их просру. Ну, как бы, они у меня просто закончатся и все. Потому что что-то я так, замечаю, что я использую уголь, я проебываю их на первой фазе там и так далее. Потом, если, допустим, у этого босса на третьей фазе хотя бы половинка здоровья закончится, и у меня не будет чем хилиться, тогда можно сожрать уголь и небесное благословение. Я и вот эти штуки тоже не трачу, смолы там и так далее, потому что, смысл. Если я проебываю, у меня просто все эти ресурсы кончатся и все. Просто чтобы подобные вещи использовать, надо же быть уверенным. А я нихуя не уверен. Перебил чисто ее так. Повезло.
причем повезло дважды. Ну вот максимум можно сейчас попробовать смазать Алекс, покори. ядом. На прикид вози, пока будешь это все. Она тебя прикончит. Не исключено, то что прикончит. Ну вот я сейчас ядом ухо смазал. Потихонечку она его дамажит. Давай будем подливать, так сказать, масло в огонь. Алекс, покори. Ну, У неё что почти там? все атаки сбиваются. Может что-то получше будет. Ай-яй-яй, быстрее. Ёпта. Вот это мне переебали. Я аж чуть не отлетел. Третья фаза. Можно было бы ей напиздюхать, пока она встает. Я бы был так счастлив. Где это залупа? А, вот. Я вот все думаю, как бы ей ёбнуть-то подойти. Все это, конечно, здорово, но, бля, я окон вообще не вижу. Я вот вижу моменты, где я пизды получаю. Ну как мне бы ей ёбнуть-то? Я вот вообще не видаю. О, два удара. Ну и пизда мне. Она все ушибает остальное. Просто если я буду ей также в нее лупить, чтобы сбить ее атаки, она быстрее мне нахлобучит просто. Типа у нее потому что атаки быстрее, чем у меня явно. Ну, прогресс, ебать. 2 раза я ее ударил. За 6 часов. Ну, за 5. Во сколько я? В 4 начал? Да, за 5 часов. Я ее 2 раза ударил в третьей фазе. Охуенно.
Алекс Поколю. Когда она в воздухе, бегай по кругу и к ней, вот тебе окно. Во время удара о землю перекат. Когда она этой магией, в смысле, бьет о землю. Молодец. Ой, ну до этого еще дойти надо. Потом это все дело вспомнить и попытаться воспроизвести. Алекс Поколю. Да на третьей фазе. Если она еще даст вот так вот сделать. Пока, по-моему, она просто спамит ударами и все. Я если хотя бы на секунду откроюсь, мне пиздец просто. Че ее заглючило? Она перестала двигаться. Почему-то. Может, я нашел какую-нибудь спидранерскую стратку, блядь. Она перестала двигаться почему-то, я не знаю. Алекс Поколю. Ты сестра Руслана. Да, чуть-чуть. Она, наверное, охуела до 5 часов уже бодаться со мной. Немножко наебнулась. Или ты еще, сучка. Короче, они одновременно пизды получили как-то. Тут чудеса. Кстати, причем вот какие видосы не смотрел, вечно вот эти вот свечки все в воздухе болтаются забаганные. Че, где это за лук? О. Хуй знает, где она. Лучше съебать, я думаю.
Чё, где это чучело? Вот. Ёлка мать. Как раз на такую шикарную подачу нарвался. Василий Потешин. Здравствуй, Алёшка. Звони, как закончишь. Ага. Звякну. Ну, сейчас минут через 15 закончу. Заебала эта Фрида уже. Я не знаю, может быть, полобаем онлайн? Back 4 Blood. Вот тут она Алекс, была, пока. да? Как-то Нет. можно сюда. На треть фазу Гаэля призвать. Я не знаю как, но один раз помогал в виде фантома, и на третью фазу пришел Гаэль. Загугли. А я сейчас не могу никого призывать. Серваки не работают. Вообще никого. Василий Потешин. Агас. Как раз Ермачки в сдаче только едет. Мгм. Серваки уже месяц стоят. Не работают нихуя. Обещались запустить их, когда будет, ну там что-то чуть-чуть попозже релиза Elden Ring. Так что-то через день или два, как-то так. Они, в принципе, как положили серваки, так и ебусь с этими Алекс боссами. Соколюк. Это фантом от игры. Дай что можешь. А как тогда это сделать? Вообще, каких можно фантомов призывать, если сервак не работает? Ну, в локальной игре. Я бы с удовольствием хоть кого-нибудь. Алекс Поколюк. Про серваки знаю. Только на приставках работают. Я бы попробовал безымянного короля. Хоть кого-нибудь призывать. Алекс Поколюк. Не знаю. По идее, чтобы призвать фантома, тебя должен быть уголь. Уголь, не уголь, а мел, по-моему. Ну, я попал опять в замес, нахуй. Попробуем стрескать уголь. Алекс Поколюк. Смотри, на битву с понтификом можно призывать двоих фантомов от игры. В этот как он... Там где два мудака тоже за тобой бегают. Алекс Поколюк. Площадь Фарона или Для что-то фантома такое. уголь. Вот. Ты, короче, точишь уголь. Позволяет белый знак призыва, знак вторжения. Позволяет изгнать фантома или вернуться домой.
Позволяется вторгнуть в другой мир. Позволяет вторгнуться. Я не могу это использовать. Восстанавливает связь с другими мирами. Алекс Поколюк. Съешь уголь и дойди до 3-й стадии. Посмотрим. Такая, нет, там же не будет, это же не автоматически работает. Ты должен прямо здесь призывать кого-то. Видишь, ни один уголь не пашет, вообще ни один. Все закрыто. Да, ты не можешь его использовать, ты можешь только оставить его. Ну, либо уничтожить. Эвил Гаоси. Нужен активированный уголь. Связь с другими мирами. Ну и все. Не, эта херня не пашет. Я уже смотрел эту шнягу. Не работает. Пока серваки не активны, ничего ты не сделаешь. Локальная игра. Алекс Поколюк. Я не знаю, как работает с Гаэлем, но он точно фанат игры. Алекс Поколюк. Юзай уголь. Да, мне кажется, никто не придет. Обычно же как, фантомов, вот сколько я видосов не видел, фантомов призывают рядом с битвой с боссом. То есть, короче, возле туманной этой стены. Ну, возле дверей, короче. Да ёбаная ты падла, блядь. Алекс Поколюк. Это да, но тут немного другое. Ну давай попробуем. Ну, уголь я сожрал. Он типа при мне. Внутри меня. Если мне еще повезет до третьей фазы дойти, но, по-моему, никто не придет. Это каша вообще. Причем я заметил, я даже в этой херне не стоял. Ну что происходит? Я нихуя не вижу. Я даже в этой хуйне не стоял, но меня не засчитали от заморажения этой ебаной. А, я его за это... за это самого... Ну, типа, крит удара сделал. Уголь по-прежнему во мне. Фантомов нет. Зато есть эта пизда.
Ей бы нахлобучить, пока она встает. Было бы клево. Алекс Поколюб. Ищи знак призыва. Ну, так его тут нет. Алекс Поколюб. Он там есть. Хуй знает, я все уже оббежал, по-моему. Его нету. Я сейчас только опиздю и быстрее. Да. Знака не было, я всю площадь оббежал. Да, я последний раз попробую. И на сегодня хорош. Потому что мне эта Фрида заебала. Алекс Поколюб. Должен быть знак. Но я все оббежал. Его нет. Я в принципе... Алекс Поколюб. Причем даже без угля. Я сейчас загуглю. По идее, знак должен вот здесь уже появляться. Уже даже на первой фазе. Как ты заебала, а? Камера сама летать начала вокруг нее. Я хуй знает, что с ним. Неужели? Алекс Поколюб. А второй DLS у тебя открыт уже? Ну, я туда не заходил. Ну, а что мне там делать? Я первый-то пройти не могу. Не, я думаю, тут дело не в DLC и так далее. Просто тупо лежат серваки. Поэтому, как говорится, хуй вам, а не фантомов. Вот я пизданул чуть-чуть на косарик. Алекс Поколюб. Значит, по идее, призыв должен быть.
всегда точки призыва, они находятся всегда в одном и том же месте. Если это фантомы какие-то, конкретно предоставляющие игрой. Онлайн-игроки могут тоже это дело оставить. Вот я еще как бы уголек сожру. Вот. Но тут ничего такого нет. Давай, по полной программе, да? Где это падла? Вон она стоит. Я ее вообще не вижу. Где она? Как ключка меня подтянула. Ну, нет никакого призыва, короче. Тут я должен, типа, либо сам разъебываться, либо ждать, пока серваки включат. Не пройти никаких боссов. Не знаю. Я, может, попробую еще ее потренить вне стрима. Если получится пройти, то продолжим проходить. Нет тогда, ну, что смысл мне туда-сюда, блядь, часами бегать онлайн. Ладно, ребят, будем на этом заканчивать. Угу. Будем на этом заканчивать, короче. Сейчас, наверное, минут... Ирил Гаоси, давай следующий стрим. Сейчас минут 20 перекур, да, можно будет Back 4 Blood побегать. Пацанами. Пострелять чуть-чуть. Зомбей. Вот. Ну, кому будет интересно, заходить. Буду ждать. А может, не буду. Ладно, давайте. Всем спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Там ставьте